Всем привет, с вами Тори-чан. С тех пор, как я и Изами переехали в Фукуока, в дом, где можно держать животных, а в Японии не везде можно держать домашних животных, мы начали задумываться о том, чтобы завести домашнего питомца. Я собачница, я обожаю собак, а Изами обожает кошек, поэтому мы долгое время не могли определиться, собака это будет или кошка. В итоге мы решили, что мы заведем и собаку, и кошку, чтобы все были довольны. Но начнем с одного питомца, чтобы постепенно привыкнуть, конечно же, к большой ответственности. Мы обошли много разных питомников, приютов. Я показывала вам, как выглядят японские приюты изнутри. У меня есть целое видео на эту тему. Также мы посетили несколько кошачьих кафе, где можно не только поиграть с кошками, но и взять кошку себе домой. Но что-то каждый раз нам мешало. То в приюте нам не дали кошку, почему-то по каким-то непонятным причинам нам отказали. В кошачьем кафе не было кошки, которая нам как-то показалось, что это наша кошка. И мы никак не могли найти своего домашнего питомца до недавнего момента. Меня познакомили с очень интересным англичанином, который живет здесь в Фукуока, и у него есть свой кошачий приют. Он привез нам домой 3 кошки в таких как переносных корзинках. Я успела снять только корзинки, потому что как только он открыл дверцы этих переносок, кошки разбежались по всем углам нашей комнаты, и мы не успели отреагировать даже. Среди этих 3 кошечек была вот такая вот одна очень домашняя кошечка, будто она не из приюта, а из магазина. Просто посмотрите на эту прелесть. Назвали ее Autumn, осень. Ее привезли в приют иностранцы, которые нашли ее в другом городе, недалеко от Фукуока, выброшенную на улицу. Хоть тут и стоят домашние животные бешеных денег, многие люди все равно выкидывают их, особенно если, допустим, кошка или собака расплодились, скажем так, не по желанию хозяина. Autumn всего лишь 4 месяца. Мы решили назвать ее Аки. Аки это на японском языке осень, потому что Autumn это немного как-то тяжело произнести на японском языке. Autumn, Аки-чан, это девочка. И нам для начала ее дали на trial, пробный период на 2 недели. Я не думаю, что мы ее вернем, потому что мы уже просто влюбились в нее по уши, я и Изами. Но все же очень приятно иметь такую возможность привыкнуть к домашнему животному и обдумать все варианты, обдумать свою ответственность перед тем, как реально брать себе животное домой. Первый день, как Аки приехала к нам в дом, она с самого начала была совершенно непугливая. Залазит на руки, хотела спать с нами в кровати, постоянно мяукает, чтобы мы были вместе с ней. Пытаемся ее не баловать слишком сильно, потому что просто ее с рук согнать невозможно. Мешает работать, Изами постоянно... Мне нужно идти работать, но я не могу двигаться. Скорее всего, ее подобрали сразу, как ее кто-то выкинул, потому что в отличие от других 2 кошек, у которых явно есть опыт жизни на улице, хоть они и маленькие, она не боится новых людей. С самого начала она как будто у себя дома, у нас в доме. Вначале очень робко бегала за игрушкой, потом постепенно мы ее начали разнить, и она начала наконец-то вести себя более активно только через несколько дней. Даже начала забираться на стол к Изами, хотя до этого у нее не получалось прыгать на высокие поверхности совершенно. Понемногу Аки научилась прыгать с этого горшка на стол Изами. О, Исани джампできたよ。Аки любит лестницу, и у нее на 2 этаже ее комната, поэтому она постоянно нас туда зовет. Я буду ревновать.
На видео может показаться, что Аки черная кошка, но если присмотреться, у нее средней длины шерсть темно-шоколадного цвета, а на шее небольшая грива серого оттенка. Лапки у нее не такие короткие, как у породы манчкин, но явно короче, чем у обычных кошек, поэтому мне кажется, что это какая-то порода или смесь нескольких пород. Если у кого-то есть идеи, какой породы может быть Аки, в комментариях пишите, потому что я не смогла найти. Нам дали все необходимое для пробного периода, что очень удобно: кошачью еду, туалет, песок, даже клетку. Только вот Аки не хочет спать в клетке совершенно. Она выбрала коврик для йоги как свое спальное место, поэтому теперь у нас Изуми остался без коврика для йоги. Комната, которую мы хотели сделать гостевой комнатой, превратилась в детскую комнату кошачью. Сейчас в комментариях все будут писать: вам нужно ребенка завести. Изуми сделала для нее самодельную кровать, потому что она постоянно спала только вот здесь, внутри. Изуми очень любит кошек, поэтому в первый же день он побежал покупать для Аки разные игрушки. どうもこんにちは、猫担当です。ちょっと今から猫のおもちゃを買いに行こうかなと思います。ちょっと一人遊びがね、できるようにしないと僕たちも構ってられないので、行きましょう。Завести животное в Японии довольно трудно, потому что во многих домах держать животных нельзя. Но если японцы завели питомца, то жалеть денег на него они не будут. Поэтому здесь есть огромный выбор всего для питомцев. ここら辺が遊び道具ですね。こういう爪研ぎとかがついてて、高さもある遊び道具がちょっと狙い目なんですけどね。この円からなんか羽が出て、これが回転するらしいです。こんな感じになるらしい。ちょっとよくわかんないけど、これは猫が抱っこしてこう切るやつですね。あと猫に噛ませてデンタルケアができる系も買っとくといいかもしれない。あとは王道の猫じゃらしいです。さすがに種類が多いですね。猫専用の温度調整付き。ここがペットのおやつコーナーですね。ああ、こういうなんかボールっぽいのがいいな。投げて遊ぶ。なんか麻紐っぽい、なんか布っぽいテクスチャがいいかもしれないですね。はい、猫じゃらしとボールを買っておきました。多分これが結構いい感じだと思います。一人で延々と遊んでくれそう。これもいいね。違うか。Изуми, как настоящий папа кошачий, покупает для Аки разные штучки. Это новая кровать. Ей очень нравится. Наконец-то она будет спать в кровати, а не в коврике для йоги. И не. Как пончик. Она может даже здесь наверху спать. А здесь вот такое вот окошко. Это будет кошачья башня, или как это называется? Сгойная. Кошка Тауэр. В первый раз. Так нюхает все. Нет? Муриери.
высоко. О. Спустя неделю Аки привыкла к новому дому и новым игрушкам, и сейчас ведет себя более активно, но также ласково. Просим любить и жаловать нового члена нашей семьи, Аки. Надеюсь, что вам понравился этот влог. Увидимся еще. Всем пока!